За краем цивилизованного мира, в страшных горах скорби, обитают эти кошмарные существа. Смысл их жизни — набить брюхо. Речь, конечно же, идет об ограх вселенной Warhammer Fantasy Battles. Злобных, тупых, вечно голодных и невероятно опасных существах, создавших свои королевства на восточной границе Старого Света. Честно говоря, про то, откуда взялись огры, известно немного. Возможно, их создали древние, для каких-то там своих нужд или ради тупо эксперимента. Быть может, они появились на свет путем случайной мутации или развились из каких-нибудь исконных обитателей мира. Это история, покрытая мраком. Известно лишь, что встретить этих чудовищ можно не только в королевствах огров, но и за их пределами. Говоря проще, они обитают едва ли не на всей планете. Но, конечно же, наибольшая концентрация этих тварюк замечена именно в горах скорби, в которые они перекочевали в незапамятные времена после какой-то там страшной катастрофы. В прочих же местах можно единовременно встретить одного-двух огров, в худшем случае небольшую группу. Настоятельно не рекомендую встречать ее. Впрочем, даже один огр — это куда больше, чем хотелось бы встречать. Огромные, в 1,5 или даже в 2 человеческих роста, сильные, без проблем могут прикончить 10 вооруженных воинов, невероятно тупые и постоянно голодные. Вот что можно сказать об ограх. Каждый огр пузат, ведь живот — главное достоинство этих вечно голодных существ, показатель его социального статуса в обществе и предмет гордости. Брюхо огры защищают прочной броней, в которой зачастую хранятся столовые приборы. Помимо еды, огры любят лишь одну вещь в этом мире. Они просто обожают мордобой. При этом у гигантов нет той бессмысленной тяги к разрушению, как, например, у орков. Во вселенной Warhammer огры дерутся не только потому, что это весело, хотя данную очень важную причину тоже никогда нельзя сбрасывать со счетов. Не менее важной причиной для драки является то, что в мозгах огров сформировалась нехитрая, но логически верная цепочка умозаключений. Драка равно победа, победа равно золото, а золото равно жратва. Впрочем, некоторые специфические особенности этих гигантов позволяют сократить цепь рассуждений до «драка равно жратва», потому что проигравший в схватке с огром почти наверняка отправится к нему в желудок. Однако же, упоминание золотишка не случайно. Огры все-таки способны немножко размышлять. И очень быстро выяснили, что когда за еду платишь золотом, ты получаешь ее без риска схлопотать пушечным ядром прямо в морду. Источников добычи золота у огров 3. Первый — это, разумеется, наемничество. Нередко можно встретить бродячих великанов, прибившихся к одной из наемничьих атак. В результате в выигрыше остаются все. Люди получают чудовищно опасного в бою союзника, огр же массу драк, пищи и денег. Вторым способом улучшить свое финансовое положение является грабеж караванов. Путь слоновой кости, по которому караваны из Катая достигают империи, является неиссякаемым источником разнообразных предметов роскоши. Те купцы, которым не повезло или кто-то не откупился по-хорошему, рассчитывая на удачу, заканчивают свою жизнь в животах, разумеется, огров, которые после этого накладывают свои загребущие лапы на их товары. Третий способ и очевиден. Несколько племен огров собираются вместе и спускаются с гор для набега. Чтобы остановить такую силу, требуется армия, причем не самых малых размеров, которая не может мгновенно оказаться в нужном месте, а потому великаны обычно успевают не только наесться, но и пограбить в волю, до того, как появится хоть кто-нибудь, кто может представлять для них угрозу. Слабость в этом мире означает смерть. Социальная иерархия королевства огров проста и однозначна. Низшую ее ступень занимают гноблары, родственники гоблинов.
исконно жившие в горах Скорби. Сперва они были пищей для пришельцев, а затем те осознали, что эти вот зеленые кротышки могут быть полезными. В результате гнолбары занимаются, собственно, всем, что им поручат. Они ловят животных, чинят нехитрые пожитки хозяев, подъедают остатки пищи, а в случае чего выполняют обязанность неприкосновенного запаса продовольствия. И все же служба у огра – большая честь для гнолбара и отличная возможность, ведь слуги сопровождают своего хозяина и на поле боя, оказывая посильную помощь. А на поле боя всегда можно разжиться чем-нибудь полезным и ценным, что хозяин не заметит. Чуть выше гнолбаров стоят пожиратели. Но это не значит, что они слабы. Напротив, эти чудовища кошмарны даже по меркам огров. Каждый раз, когда в племени рождается ребенок без брюха, его сбрасывают в тоннели под племенными пещерами, где обреченные вынуждены есть всякую дрянь, и таких же, как они, пари, если хотят выжить. В результате они деградируют так, что обычный огр покажется на их фоне гением, превращаясь в безумное и злобное порождение бездны, которое, впрочем, можно использовать в бою, выпустив из лабиринта и указав сторону, в которой есть жратва. Становый хребет общества огров – это быки. Так именуют каждого способного сражаться или охотиться огра племени. Выше их находятся охотники. Они – это те из быков, кто, собственно говоря, охотится, кто отправился на вершины гор добывать драгоценную пищу. Также охотниками называют огров по какой-нибудь причине временно порвавших с племенем и отправившихся во внешний мир для того, чтобы удовлетворить свою тягу к приключениям, точнее к золоту и еде. Своеобразной аристократией в королевстве огров являются громилы, здоровенные и очень сильные особи, каждый из которых подчиняет своей воле какое-то число быков и охотников послабее. И на вершине же пирамиды сидит тиран, невообразимо могучий огр, сумевший выбить себе место при помощи феноменальной силы, злобы, коварства и изредка даже ума, превосходящего среднестатистически для представителя этого племени уровень. Помимо этого, можно вспомнить еще несколько групп, играющих важную роль в обществе гигантов. Во-первых, конечно же, следует сказать пару слов о мясниках, мерзких тварях, играющих роль шаманов в племенах. О них я, рассказывал уже как-то подробно. И да, они действительно способны на что-то вроде колдовства, настолько же тупого, насколько и они сами, и столь же разрушительного. Во-вторых, нельзя не упомянуть про свинцеплюев. Огры по достоинству оценили все преимущества огнестрельного оружия, и некоторые из них по-настоящему влюбились в изрыгающее пламя жезлы. Правда, обычные мушкеты для них маловаты, свинцеплюи предпочитают использовать картечные пушки. Тактика этих парней проста. На поле боя они подбираются к врагам на расстоянии выстрела, производят самое настоящее опустошение в его рядах, после чего несутся в рукопашную, используя свои разряженные пушки вместо дубин. И надо заметить, убойная мощь последних от этого не падает нисколечки. Как заключение, таковы огры. Эти могучие и странные существа, порожденные древними по одним им известным причинам. Впрочем, возможно, творцы все-таки и не имели отношения к гигантам. Кто знает? Ответ на этот вопрос сокрыт во тьме веков. С уверенностью же можно сказать лишь одно. Если вы встретили огра, лучше всего бежать со всех ног. Быть может, он найдет кого-нибудь повкуснее. Ну а тебе я рекомендую спуститься под это видео. И если есть желание, и если тебе нравится мое заведение, то можешь стать его спонсором. А почему бы и нет? Так ты поможешь каналу развиваться и расти, и становиться еще интереснее и больше. Ну или, по крайней мере, не забудь бросить звонкую монетку с пальцем вверх, шлепнуть по кнопке подписаться и с ноги ударить прям в колокольчик, чтобы не пропускать новых историй. Я же на этом откланиваюсь и прощаюсь. До очень скорой встречи в фэнтези таверне.